Анатолий Борисович Чубайс, судя по всему, в 2022 году покинул Российскую Федерацию. И сложно давать какие-то прогнозы. Вероятно, этот человек больше не вернется в нашу страну. Причины того, почему Чубайс-младший, так его назовем, уехал из Российской Федерации, мне неизвестны. Чубайс-старший, отец Анатолия Борисовича, выезжал из СССР, как в анекдоте. На работу я езжу на трамвае, в гости на автобусе, а в Европу на танке. Почти так и было, потому что Борис Матвеевич Чубайс был в Европе и, возможно, даже на танке. По поводу отчества и фамилии есть разные варианты. Например, некоторые историки утверждают, что отчество у отца Анатолия Борисовича было Мариевич, а фамилия Чубайтис. Но дело, конечно же, не в этом. Борис Матвеевич был достойным сыном советской родины. Он и на свет-то появился почти вместе с СССР в 1918 году. Ребята этого поколения мечтали о военной карьере, и Чубайс тоже хотел оказаться в войсках, стать командиром. Борис, когда подрос, поступил в Московское пехотное училище, в ЦИК. В 1939 году его обучение было окончено. Чубайс тут же вступил в партию. Мирно пожить довелось еще 2 года, а в 1941 году, как известно, военный преступник Гитлер напал на Советский Союз. У Андрея Колесникова есть книга «Анатолий Чубайс. Биография», и там много довольно любопытной информации. Колесников в частности указывает, что Борис Чубайс, когда началась Великая Отечественная, находился в Литве в составе бронетанковой колонны, которая была почти полностью уничтожена немцами. Отцу Анатолия Борисовича пришлось участвовать в 500-километровом прорыве к своим, и все удалось. А у Николая Зеньковича в путинской энциклопедии написано, что Борис Чубайс служил в начале войны в 4-й танковой армии, был танкистом, однако позже перешел на должность политического руководителя. То есть Борис Матвеевич воевал словом, вел пропаганду среди солдат, поднимал боевой дух и так далее. В целом, придираться к службе Чубайса в годы Великой Отечественной войны оснований нет. Этот человек был хорошим политруком, прошел всю войну, дошел до Берлина. Если точнее, то Борис Чубайс принимал участие во взятии немецкой столицы. Война же для него завершилась в Праге. То, что у Бориса Матвеевича был официальный ветеранский статус, его сын Анатолий Чубайс рассказывал в Госдуме в 1997 году. Есть стенограмма. Тогда Анатолий Борисович заявлял, что оплачивает коммуналку со скидкой, потому что прописан вместе со своим отцом, который, собственно, является ветераном Великой Отечественной. Борису Матвеевичу вручали медаль за отвагу, орден Красной Звезды, орден Красного Знамени, орден Отечественной войны первой степени. После войны Борис Матвеевич остался в Берлине, продолжил военную службу. В главном немецком городе родился старший брат Анатолия Борисовича, Игорь. Это произошло в 1947 году. Но судьба военных – кочевать по гарнизонам. Борис Чубайс много где служил, в том числе в Венгрии, на Украине и в Белоруссии. Анатолий Чубайс родился в 1955 году в городе Борисове в Минской области. Вместе с Борисом Матвеевичем повсюду ездила его супруга Раиса Ефимовна. Очевидно, что у Анатолия Чубайса еврейское происхождение, но это абсолютно ничего не значит. Отец у нашего политика был политруком, воевал, получал государственные награды, серьезные, важные. Медаль за отвагу, к примеру, просто так не дают, нужно было действительно заслужить. Мама Раиса была домохозяйкой, а сын стал экономистом и политиком. Не хочется никого обижать, но, как представляется, подавляющее большинство россиян относится к Анатолию Чубайсу негативно. Как сказал Иосиф Виссарионович Сталин, сын за отца не отвечает, как и отец за сына. Поэтому людей нужно судить не по происхождению, не по родственникам, а по их поступкам.